Главная причина несчастья, почему мы чувствуем себя несчастными. Ну, главная причина – это ожидание. Когда мы ожидаем X, а получаем Y, мы чувствуем себя несчастными. То есть вот величина этого расхождения между X и Y – это и есть величина, интенсивность переживания несчастья. Почему так случается? Любое вот такое вот расхождение – это есть отображение нашего внутреннего конфликта. Одна часть вас хочет X, другая часть хочет Y. Та часть, которая хочет X, она осознанна, да, вы говорите, я хочу X, а та часть, которая хочет Y, она бессознательная, и она вам зеркалится извне. То есть вот как будто бы я хочу X, а жизнь дает мне Y. Но на самом деле эта жизнь, это ваше бессознательное. Да? Все, что не вы, это ваше бессознательное. Вот, поэтому сознательная часть хочет X, бессознательная дает Y. Да? При прочих равных бессознательное всегда будет побеждать, потому что оно больше, мощнее, там больше информации. Вот. Поэтому подумайте о тех ситуациях в жизни, где у вас есть вот эти разрывы, хочу X, получаю Y. Вот с этой точки зрения и то сделали вы. Да? И то хотите вы. Да, есть просто сознательное, есть бессознательное. И то, и другое – это всего лишь опыт. Да, это проживание какого-то состояния. Вот я недавно проходила одну такую программу, она, с одной стороны, обучающая была для психологов, с другой стороны, там очень много терапевтического было, ну, как в любых хороших образовательных программах для психологов, да, потому что в любом случае всегда рост профессионализма психолога – это расширение внутреннего контейнера, то есть это личная терапия. Так вот, а на этом тренинге нам ведущий предлагал такое сделать задание, что представить, ну вот, есть много людей, которые проходили предсмертный опыт, да, и опыт даже не предсмертный, а опыт умирания, опыт клинической смерти и так далее. И есть исследователи, психологи, кто как раз занимается изучением этого опыта, много книг на эту тему, вот, и так или иначе все говорят об типичных элементах этого опыта. Да, это прохождение через туннель, это выход к свету, это встреча с неким таким существом. Кто-то говорит, это просто свет, кто-то говорит, это такое как световое существо какое-то, но в любом случае все говорят про очень сильное переживание любви рядом с этим существом или с этим светом, да, что есть ощущение, что тебя полностью принимают, полностью любят, полностью как-то вот, то есть такое ощущение, которое на Земле никто не переживал, оно в разы сильнее даже, чем влюбленность или, допустим, чувство любви к своему ребенку, то есть вот оно какое-то неземное. И в этом состоянии человек делает перепросмотр своей жизни, да, то есть он смотрит, как перед глазами проходит вся жизнь, он может все просмотреть. И вот у нас было задание пройти этот процесс, вот в парах мы работали, кто-то играл роль этого существа, а другой человек, который делает переход и вот как раз встречается с этим существом и перепросматривает свою жизнь. И когда я делала это упражнение, у меня было такое ожидание, что, знаете, как обычно говорят, вот в конце жизни люди жалеют, что вот это вот там не успел это, или много работал, или мало путешествовал, или еще что-то. Вот я села делать это упражнение с ожиданием, что вот сейчас посмотрим, о чем же я сожалеть буду. Но когда я уже вошла в процесс и вот, начала делать пересмотр жизни, сначала, может, какие-то были маленькие сожаления, а потом случилась очень интересная вещь. Как будто бы, вот чем выше я поднималась, чем больше такую целостную картину жизни видела, тем меньше имело значение какие-то буквальные факты. То есть в какой-то момент я вот этот опыт увидела следующим образом, что это просто набор определенных переживаний, определенных состояний. Да, как мозаика разного цвета, то есть это не какая-то картина целостная, вот с сюжетом, это просто разные кусочки мозаики. Вот здесь, например, зеленая мозаика – это состояние любви. И вот неважно, там, я любила, там, не знаю, Сашу или Петю или Машу, да, и это было просто состояние любви. А
здесь, например, красный цвет мозаики, да, красный кусочек, это состояние, не знаю, там, ревности. И неважно, я ревновала Ваню или Иру, да, это просто состояние ревности. И на самом деле, что состояние любви, что состояние ревности, что состояние, не знаю, гордости, просто состояние. Да? То есть произошло такое отлепливание переживания от объекта, состояние от объекта. Да? Обычно мы говорим, вот здесь я любила там Ваню. Но нет, это состояние любви. А здесь я была горда своими достижениями там где-то. Нет, здесь я просто переживала состояние гордости, понимаете? И на самом деле такое переживание того, что ну, не так важно. Вот важно любое состояние, любой опыт, он важен. Да? Потому что мы приходим сюда для того, чтобы переживать как можно больше разнообразного опыта. Мы его окрашиваем, что-то хорошее, опыт этот плохой, этот хочу еще, этот не хочу. Но вот как бы свысока оно смотрится по-другому. И многие из нашей группы, кто проходил тоже это упражнение, примерно так же это описывали. Очень интересный опыт был. И с точки зрения этого, да, если мы говорим про причины несчастья, как разрыв между ожидаемым и тем, что вы получаете, посмотрите на это как на опыт. Да, на опыт, который вы проживаете в любом случае. Ну, в одном случае вы такой хотите прожить, а проживаете другой. И посмотрите, какой, возможно, общий знаменатель есть в этих опытах. Ну, например, вот, не знаю, вы девушка, которая хочет выйти замуж. Вы встречаетесь с мужчинами, ищете себе партнера, ну, не находите его. Да? То есть в реальности, ваше ожидание, да, вы хотите выйти замуж, а реальность вам дает другую ситуацию, где у вас нет мужа. И что вы переживаете в обоих этих случаях? Да? Какое это переживание, какое это состояние? Вот посмотрите на это как на разные грани ощущений, которые вы можете получить, пока вы здесь на земле, в этом теле. Да? Еще раз, мы приходим сюда для того, чтобы прожить разные опыты. И когда внутри есть принятие всех видов опыта, вот тогда можно выбирать. Вот в этот момент вы можете выбирать. И в этот момент ваш внутренний конфликт начинает угасать, а значит, ваше сознание, ваше бессознательное, оно начинает примиряться, и тогда, в общем-то, вопрос получения желаемого, он становится очень-очень простым.